Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. Уже прошло чуть меньше месяца после обновления eFootball до версии 1.0.0. Мы уже все с вами вдоволь наигрались в эту игру, если вы, конечно, не сидите на консолях прошлого поколения. И в целом, уже сейчас можно сделать какие-то выводы, исходя из обновленного игрового процесса. Хотя в рамках сегодняшнего ролика я не уверен, что буду говорить только об игровом процессе. Может быть, затрону какие-то другие игровые моменты, которые также связаны с игрой после обновления. Ну и как вы уже могли догадаться, сегодня предлагаю поговорить о всех плюсах и минусах eFootball после обновления до версии 1.0.0. Устраивайтесь поудобнее, ну а в комментариях не забудьте делиться, что понравилось и не понравилось вам после обновления до версии 1.0.0. Подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих роликов на нашем канале. Соответственно, в первую очередь после обновления основные изменения претерпел игровой процесс. Итак, что же мне в нем понравилось? В целом, стоит отметить, что он изменился кардинально по сравнению с тем, что мы получили в версии 0.9.0 и потом в 0.9.1. Игра стала напоминать этакую смесь из eFootball 2022 и PES 2021, как и заявляли ранее. И как по мне, это очень даже неплохо, поскольку движение и вправду напоминает 21 часть, с примесью тех старых механик и с примесью новых, в лице обновленного ускорения, в лице корпуса, а также толчков плечом, ну или тем же самым корпусом, я не знаю, как это точно описать. Многие жаловались после того, как обновили геймплей, что изменили ускорение, то есть в предыдущей версии оно было лучше и даже реалистичнее, когда игроки набирали скорость по ходу. И в принципе сейчас это никуда не пропало, правда работает немножко иначе. То есть раньше ускорение зависело от того, как сильно вы зажимаете кнопку ускорения. Сейчас же оно зависит от того, как долго вы ее удерживаете. И из этого плюса вытекает небольшой минус в виде инерции. То есть, когда игроки ускоряются, они не всегда успевают остановиться вовремя. То есть, отсутствует какая-то мобильность. Когда они вроде двигаются вот так вот, но не могут быстро перестроиться, чтобы двигаться немножко иначе. И иногда игроки в целом тупят по полю, например, перед штрафной соперника. У игроков соперников я такого не замечал, но зато у своих игроков зачастую, когда, например, тот же Наката получает мяч перед штрафной, и перед тем, как сделать передачу или нанести удар, он либо постоит подумает, либо будет крутиться на месте, и потом ударит или отдаст пас достаточно невнятно. И это на самом деле бесит. Также я все еще не понимаю, как работают удары в этой игре. То есть иногда игроки забивают таких положений, откуда ты никогда бы не догадался пробить. А иногда они мажут даже сблизи. И я банально не понимаю, как это работает. Нужно ли крутить курки перед тем, как ударить? Или в какое направление нужно их именно направлять, чтобы точно пробить? Это все еще вызывает вопросы. Это все невольные минусы, но что же касается плюсов. В целом мне нравится обновленный темп игры, а в частности анимации движений. Я уже неоднократно говорил о том, что в eFootball игроки чувствуются намного лучше, чем в той же 21 песке. Однако все-таки движение в 21 песке, оно такое более сбалансированное, нежели в eFootball. Но сами анимации, как они двигаются, как они чувствуются, мне нравится, что именно в eFootball. Однако отсутствие того же самого баланса, как в движениях футболистах, так и в целом в темпе игры, оно иногда ставит в ступор на самом деле. Мне нравится катать мяч с обновленным игровым процессом, и в частности мне нравятся новые фичи в лице ошеломляющих ударов и ошеломляющих пасов. Ошеломляющие пасы позволяют быстренько выбежать в контратаку, или когда ты катаешь мяч в обороне, быстро перекатывать мяч с одного фланга на другой, и это иногда оказывается достаточно полезным. Однако, что меня очень сильно раздражает после обновления, да и в принципе так было еще и до обновления, это отскоки. Зачастую так бывает, и так бывает именно в дивизионах, я это заметил, когда будь то защитник или любой другой игрок вашей команды, вроде бы перехватывает мяч или успевает на мяч первым, он после этого еще какое-то время тупит, позволяя игрокам-соперникам перехватить мяч, выбежать 1 на 1, либо же банально создать опасную ситуацию, которая может привести к голу. У меня большинство пропущенных голов в дивизионе именно на этом и строятся, и это обиднее всего. Нередко проявляются такие ситуации, когда ты пытаешься, катаешь мяч по ходу всего матча, и даже не всегда попадаешь по воротам после всего этого, а соперник просто выскакивает в контратаку, ты у него перехватываешь мяч, и он опять-таки у тебя сразу же его перехватывает обратно, и после этого сбивает гол. И таких ситуаций в дивизионах достаточно много, уж поверьте. И какие же выводы можно сделать из всего ранее сказанного?
геймплей eFootball 2022 после обновления достаточно неплохой, однако нуждается в корректировке и в отточении баланса, потому что баланс он нередко скачет по ходу игры, точно так же, как и сам геймплей. Он то быстрый, то медленный, то еще какой-то, я не знаю, как это еще описать. Играется намного лучше, чем это было раньше, но это далеко не предел возможностей этого геймплея. Но как считаете вы, дорогие друзья, как вам eFootball после обновления до версии 1.0.0? Обязательно отпишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Ну а если вы на этом канале впервые, то, конечно же, подписывайтесь с колокольчиком. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи и до скорых встреч!